Теремок ТВ представляет. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. В игре. Так, и так. О, Тученция, смотри, какая красотища вышла. Тучка, это что у тебя? Кочка? Сам ты кочка. Это иглу, дом из снега. А у меня небоскреб. А я думал, пень. Лисичка, а ты что построила? Колизей. В древности в Колизее проводили соревнования. Борьба, прыжки, фехтование, гонки на колесницах. Тучка, а давай тоже состязаться. Да запросто. Лисичка, готовь медали. Размер моей шеи подсказать? Я лучше торт испеку. И не беспокойся, Кеша. Размер твоего живота я знаю. Так, Тучка приступает к тренировкам. Соревнования, надо подкачаться. Нет, надо прокачаться. Как же хорошо, что спортивный образ жизни можно вести, не вставая с дивана. Вот она, цивилизация. Для подготовки к соревнованиям было слишком мало времени. В спорте главное не победа, а участие. Я тоже так говорю, когда в одиночестве ем очередной победный торт. Ну, если все готовы, то можно начинать состязание. Цыпа. Древние спортивные игры объявляю открытыми. Поехали! А на какие клавиши нажимать-то, чтобы удар сделать? Ха! Я так прыгну, что планка даже не шелохнется. Ты прав, Кеша. Планка не шелохнулась. Странно. В играх у меня как-то повыше получалось. У меня в играх золотой пояс кунг-фу. Никто не уложит меня на лопатки. А лопатки точно с этой стороны спины? Подожди, сейчас я включу нитродвигатель. Я что, не у того велосипеда нитродвигатель включил? Главного босса в игре я победил за полминуты. Учись, Тученция, владеть мечом у мастера. Итак, по итогам всех состязаний победил Тучка. Приз чемпиона!
чемпиону! Ура! Спасибо. Наверное, на этих соревнованиях я выставил высокую сложность. Или тренировочность низкую. Кеша, мы с Тучкой решили для тебя тоже приз сделать. Что там? Неужели еще один торт? Лучше игра, которая поможет тебе всех победить. Гантели? Настоящие? Ага, как в компьютерных играх. Держи, чемпион. Шахматы. Теперь твой ход. Нет, Цыпа, так не ходят. Я же объяснял. Эх, Привет, тученцы! Пошли ко мне! Я такое изобрел! подожди, Иннокентий. Мы тут в шахматы играем. Шахматы? Это же скучно! Очень даже интересно. Садись, сыграем. Ну давай, только быстро. Напомни правила. Смотри, это пешки. Они ходят на одну клетку и бьют наискосок. Кони ходят буквой «Г», слоны по диагонали, ладьи по прямой линии, а ферзь и так, и так. Главное – защитить короля. Все просто, играем. Тогда я за черных. Ходи первым. Ну, например, сюда. Ладно, а я вот так. А что ты на это скажешь? Мат, ты проиграл. Что? Да ну, плохая игра. Пойдем лучше ко мне. Я тебе покажу что-то по-настоящему интересное. Кеш, ну давай еще одну партию. Сейчас втянешься. Ладно, ладно, расставляй. Ой, короля нет. Наверное, упал. Надо поискать. Потерялся. Странно. Без короля играть нельзя. Жаль. Ну ладно, потом поищем. А пока идем ко мне. Держи. Что это? Вместо джойстика. А где экран? Сейчас все увидишь. Начинаем. Ого! Это что, голограммы? Ага, трехмерные. Ну что, поехали? 3, 2, 1, бой! Так, подожди, что делать-то? Что угодно. А персонаж будет за тобой повторять. Смотри, вот удар, вот прыжок. Ну что, освоился? Тогда лови медовый удар. Тученцы, ты чего? Защищаться надо. Я пытаюсь. Ой, не могу пошевелиться. Еще бы! А теперь лови конфетный выстрел! Победа! Правда здорово? Знаешь, Кеша, что-то мне не нравится эта игра. Никакой стратегии. Да брось! Давай еще раунд! Сейчас я покажу тебе, как делать суперудар! Это же потерянный король. Значит, ты его специально спрятал, чтобы не играть в шахматы? Шахматы, шахматы! Вот привязался! Защищайся! Ах ты так! Я больше с тобой не играю. Ты что делаешь? А ты короля спрятал. Потому что я не хотел в твои шахматы играть. А я не хочу в твою приставку. И во что же теперь играть? Вот бы придумать игру, которая всем понравится. Кажется, есть идея. Итак, друзья, мы с Тучкой представляем вам новую игру. Голографические 3D супершахматы. Ого! Ну что, расставляем фигуры? Здорово! В атаку!
Интересный дебют. Но у меня скандинавская защита. Хороший блок. А готов ли ты к удару справа? Ура! Защищаюсь нападением. Конница, в бой! А я так. Тебе шах! А что ты на это скажешь? Вот это я понимаю! Игра! Викторина. Экзотический фрукт, 5 букв. Это легко. Банан. Банан. Подходит. А может, груша? Тоже подходит. А что экзотического в груше? О, я знаю, кокос. А разве это не орех? Давайте посмотрим правильный ответ. Манго. Давай дальше, сейчас я точно отгадаю. Вопросов больше нет. Жаль, а то я только вошел во вкус. Друзья, а давайте устроим викторину. Точно. Я подберу вопросы, а вы будете на них отвечать. Тогда я сделаю площадку для викторины с экраном, электронными столами и светящимися кнопками. Здорово! Отлично! Теперь нужно подготовиться к игре. Так, с чего бы начать? Пожалуй, с географии. Что тут у меня? Комикс, журнал про компьютерные игры, альбом для наклеек, раскраска. О, почитаю в интернете. Точно! Мне нужен портативный гаджет с Wi-Fi. Тогда и готовиться не надо. Готово! Проверим. Сколько минут в одном часе? Отлично! Никого. О, вопросы для викторины. А вот и ответы. И готовиться не надо. Хе-хе. Приветствую всех участников викторины. Правила такие. Я задаю вопрос. Тот, кто готов отвечать, нажимает кнопку. Итак, мы начинаем. Внимание, первый вопрос. Самый крупный обитатель моря. И у нас уже есть ответ. Саня? Кит. И это правильный ответ. Я тоже знал ответ. Но Саня был первым. Таковы правила. Перейдем к следующему вопросу. Сколько на Земле континентов? Я же об этом читал. 6. И Кеша тоже получает свой первый балл. Следующий вопрос. С какой стороны на деревьях в лесу растет мох? О, знаю. С северной. Поздравляю, ответ верный. Игра становится все интересней. Итак, вопросы подошли к концу. А у нас между тем ничья. И я предлагаю еще один дополнительный вопрос. Какой еще дополнительный? Внимание! Как называется прибор для измерения скорости? Спидометр. И это правильный ответ. Поскольку Кеша и Точка ответили одновременно, они продолжают игру. А Саня, увы, должен покинуть викторину. Ты отлично играл. Да уж, спасибо. А теперь финальный вопрос. Как в Древнем Египте называли правителей? Ну что такое? Где Wi-Fi? Кажется, их называли фараонами. Что ж, ответ принят. И он не вызывает сомнений в своей правильности. Ура! Я поздравляю победителя и вручаю ему главный приз – энциклопедию «Всезнайка». Спасибо. Эх,
Если бы Wi-Fi не упал, я бы точно выиграл. Ты только скажи, откуда у тебя ответы на последние вопросы? Я списал у Вали все, кроме 2. Вообще-то, я просто много читал. Правда? Ну да. Слушай, а можно будет у тебя пару книжек взять? Да, я бы тоже одолжил что-нибудь почитать. Конечно, друзья. Теперь вы знаете, что лучше всего полагаться на собственную голову. Конькобежцы. А еще я научился шестерной прыжок делать. Кеша, это невозможно. Даже самые лучшие фигуристы делают только четверные. Не веришь? Сейчас покажу. О, Валя, Саня, вы тоже кататься пришли? Да, только пока что не очень получается. Ха, за всех не говори, у меня все получается. Да вы что, оба кататься не умеете? Ерунда, я вас научу. Главное, коньки нормальные раздобыть. Коньки тут ни при чем. Надо сначала научиться ногами правильно двигать, равновесие держать. Чего? Да глупости все это. Нет, не глупости. А давай проверим, чей способ лучше. Ты тренируешь Валю, а я Саню. А потом устроим соревнование. По рукам. Во-первых, надо уметь правильно затачивать коньки. Смотри. Ого, целая наука. Сейчас попробую. Ну, для первого раза неплохо. Вот что я скажу, новичок. Тренировки – это для неудачников. Продвинутые спортсмены полагаются на технику. Ух ты, пойдем скорее опробуем. Запускай! Класс! Я же говорил, техника решает. Только это, на других коньках так не получится. А зачем тебе другие, когда у тебя коньки чемпиона? Ну да. А давай посмотрим, как там дела у конкурентов. Пошли! Вот так. Повторяй. Уже лучше. Тренируйся. Терпение и труд все перетрут. Ага, перетрут. Ого, вот это старт! Валя, молодец! Ничего себе! Это мой брат. Вперед, Саня! Танец! Саня, покажи класс! Что это? Это называется опозориться. Нет, я сейчас, все будет.
твои, Кеша, полная ерунда. Надо было по-настоящему учиться, как Валя. Спасибо. Ладно, ладно, твой способ эффективней. Но мой все равно эффектней. Конкурс талантов. Не убежишь, тученция! Ладно, я вожу. Внимание, внимание! Скоро в нашем лесу будет проходить музыкальный конкурс талантов. Участвовать могут все желающие. Приз – торт. Обожаю конкурсы. Таланты — это про меня. Торт. Участники конкурса, запишитесь. А что делать-то нужно? Подготовить музыкальный номер. Только и всего. Не переживай, приз все равно будет мой. А это мы еще посмотрим. Ладно, придется готовиться. Так, что у нас тут? Да, как-то не очень это музыкально. О, гитара! То, что нужно. Правда, играть я на ней не умею. Ладно, буду учиться. Ну, скоро ты там? Сейчас. Последняя деталь. О, готово. Смотри. Ничего себе! А играть ты на всем этом умеешь? А зачем? И так здорово. Раз, два, три, поехали! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. Не нравится? Ничего, сейчас техника все исправит. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают Фонограмма! книжки. Так все звезды поют. Но это еще не все. Мне нужен танец. Ну, зажигаем! Я объявляю музыкальный конкурс талантов открытым. И первыми на эту сцену приглашаются Саня и Соня. Ничего себе! Вот это номер! Да уж, тоже мне удивили. Начинайте уже! Спасибо. Этого достаточно. Мы оценили. А я еще даже до трубы не дошел. Эх, ну ладно. Иннокентий, ваш выход. Ну, держитесь! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вот это талант! Молодец, Кеша! Вместе песенки поют и читают книжки. Неплохо. Это же наш конкурент. Вот ведь неудача. Ладно, попробую сам. Сочиняют, мастерят эти шалунишки. Вместе радуют ребят. Мишки, мимимишки. Да. И, наконец, наш последний конкурсант Тучка. На севере ели такие большие, и звезды огромные, словно во сне. Тюлени, морожка, кедровые шишки, и только друзей не хватало-то мне.
Браво! Браво! Вам правда понравилось? Да это было просто супер! Покажешь пару аккордов? Конечно! Но сначала все за торт! Рободруг. Так, еще одна готова. Привет, тученцы! Пошли в футбол играть. Я такой финт научился делать. Через себя с разворота пяткой. В общем, идем скорей. Кеш, не сейчас. Мне надо с грибами разобраться. Ну вот. И долго тебе еще? Думаю, до вечера. До самого вечера? Ну и сиди. А я найду с кем поиграть. Ну, прости, я постараюсь побыстрее. Честно. Грибы он сушит. Ладно, ладно. Что ж, если друг не хочет с тобой играть, надо вместо него изобрести нового, правильного друга. Супер! Осталось его запрограммировать, и у меня будет лучший на свете рободруг. Так, добавить команду «Любить футбол». Подтверждаю. Готово! Ну как насчет погонять мяч? Отличная идея, Иннокентий. Отлично поиграли. Надо передохнуть. Передохнуть. Неизвестная команда. Может быть, еще поиграем? Нет, так не пойдет. Добавить команду «Уставать и отдыхать». Подтверждаю. Что-то я устал. Прилягу, отдохну. Ну, не молчи. Друзья обычно разговаривают. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Да нет, ты не понял. Расскажи какую-нибудь историю. Про удивительных животных, например. Про север. Неизвестная команда. Так, добавить команду «Рассказывать про север». А что рассказывать-то? Это надо у Тучки спросить. Эх, ладно, обойдусь без историй. Пойдем играть в пиратов. Кеша, я освободился. Можем поиграть. Кеша, ты дома? Странно. И куда он мог деться? Кеша! Кеша! Это будет наш фрегат. В моей базе данных фрегат описан по-другому. А это называется плот. Нет, фрегат, а я его капитан Иннокентий по прозвищу Гроза морей. Информация принята в обработку. Ты тоже должен придумать себе пиратское прозвище. Придумать. Недоступная функция. Ладно, будешь стальным черепом. Вперед! К острову сокровищ! Отдать швартовые! Ты чего? Это же вода! А ты электрический! Намокнешь, сломаешься! Разве не понятно? Ладно, сейчас. Так, добавить команду «Беречь себя». Теперь можно плыть. Вот он! Остров сокровищ! Там полно злобных туземцев. Стальной череп, ты останешься на корабле и будешь прикрывать меня с моря. А я отправлюсь за сундуком с сокровищами. Информация принята. Намокнешь, сломаешься. Себя надо беречь. Произвожу отмену игры в пираты. Возвращаюсь на базу. Эй, ты куда? Вообще-то друзей в беде не бросают. Неизвестная команда. Вот тебе и друг. Кеша! Ты где? Тучка? Тучка! Дружище! Я здесь! Держись, я сейчас. Как
вовремя ты подоспел. Сейчас чаю выпьем, согреемся. Ой, а это что? Да так, хотел сделать твоего робота-двойника, но понял, что настоящего друга никто не заменит. Фантазеры. Вперед, Лиссинелла, в бой! Им не устоять, Стученцио. Приветики! Вы чего это с палками носитесь? Костер разжигаете? Это не палки, а мечи. А вон там крепость. Мы в рыцаре играем. Кеша, ну ты представь, что это крепость. Включи фантазию. Что ее включать-то? Я лучше сделаю и включу такое устройство, которое фантазией оживляет. Самое время для аплодисментов. Перед вами Фантайзер-1. Теперь сможете фантазировать по-настоящему. Да ну, здорово! Ерунда, такого не бывает. Не бывает? Смотрите, воображаю, что у меня в руке меч. Ну как вам мой фантазер? Подставляйте макушки, сейчас настоящая игра будет. Тученция, врубай уже фантазию, а то я с трудом свою сдерживаю. Воображаю, что мы рыцари. Круто! Воображаю замок. Вперед! А замок пусть охраняет дракон. С ушами огнедышащими. Нет, это слишком. Драконов не бывает. Нет, бывает. Нет, не бывает. Это не научно. Не научно. Не для того науку придумывали, чтобы людям игру портить. Тучка, правда. Не нравится, не играй. Но и не буду. Напридумывали тут. У вас дракон вон какой большой. Мало ли что. Ладно, Кеша. Ну что, в бой? Подожди, для штурма нам нужна катапульта. Точно, красивенькая. А замку для защиты нужен ров. С дельфинчиками. Как мило. Штурмовые лестницы и на штурм. Упс. Это моя фантазия. А это моя фантазия. Лисичка, прекращай фантазировать. Я стараюсь, но не могу остановиться. Кажется, я тоже. Перестарались. Так, срочно снимаем эти штуковины. Снять-то мы их сняли. А вот кто наши фантазии уберет? Да, нужен кто-то, кто не слишком верит во всякие фантазии. Кто-нибудь научный, правильный весь такой. У тебя есть такие знакомые? Кажется, я знаю одного. Ему надо просто показать, что мы нафантазировали. Тучка! Тучка! Тученция! Тут такое дело. Не мог бы ты проверить, как мы нафантазировали? Все ли там правильно? Ага, поняли, что фантазировать нужно в меру. Нет, ну у вас все неправильно. Вот единорог. Тут зачем? Их не бывает. Снеговик совсем не к месту. Сейчас не зима. Спасибо! Ты прям нас спас! Все фантазии уничтожил! Я спас? Что-то я не понял. Понимаешь, Тученция, мы тут слегка перефантазировали, а ты все назад расфантазировал. В общем, ты молодец. После таких фантазий надо бы подкрепиться. К
что ко мне на пироги? Да зачем куда-то ходить? Мы сейчас твои пироги быстренько нафантазируем. Кеша, опять? Да ладно вам, пошутил я. Речные гонки. Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенки поют. Тучка, привет! Пойдем гулять. Извини, лисичка, не могу. Готовлюсь к гонкам. Гонки? Как интересно! А что за гонки? Речные. Мы с Кешей соревноваться за медаль будем на лодках. Вот. Смотри, какая красота. Ой, какая красивая лодочка. А можно мне с вами? Это не лодочка, а каноэ. Это знаешь, лисичка, извини, но там течение быстрое и пороги. Ты лучше болеть за меня приходи. Кеша, привет! Ты что делаешь? К гонкам готовишься? Привет, лисичка. Ага, готовлюсь. Такой катер собрал. Теперь я точно выиграю. А можно мне с вами? Извини, лисичка, но мы девчонок не берем. Если хочешь, можешь прийти за меня поболеть. Эх, вредина. Тучка, что это у тебя за корыто такое? Смотри, оно у тебя прям на старте затонет. Смейся, смейся, Кешенька. Я на финише тебя подожду. На-на-на. Привет, мальчики. А вот и я. Лисичка, это что, гусь с педалями? Да ладно тебе, Кеша, пусть участвует с нами. Мальчики, а куда плыть? Прямо, лисичка, все время прямо. До следующей ленточки. Собираем шишки. Ух ты, классно! Это же настоящие водные трамплинчики! Юху! Опа! Хоп! Это же блестящая рыба. Редкий экземпляр. Рыбка, рыбка, стой, не убегай. Вместе по реке плывут, собирают шишки. Ой, то есть кувшинки. На-н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 а. Лисичка? А где же Тучка? Обошел меня? Ну, тученция, держись! Так, кнопка раз. Ха! А теперь кнопка два. Класс! А теперь кнопка номер 3. Ух ты! Это не та кнопка! Кеша, ты в порядке? Тебе помочь? У меня тут веревка есть. Ага, Тучка, да это я просто отдохнуть немного решил. Ну-ну, отдыхай тогда, а я поплыл. Я плыву, а солнце светит. На-на-на-на. Нету лучшего на свете. На-на-на-на-на. Я плыву, а солнце светит. На-на-на-на. Ну все, я почти на финише, а то корыто. Ух ты, это же редкий вид стрекозы-пирата. Ну, Тучка, погоди. Кеша, ты что наделал? Мое весло! Извини, Тучка, я не хотел, не могу остановиться. Якорь отвалился. Встретимся на финише. Это мы еще посмотрим. Ха! Я плыву, а солнце светит. На-на-на-на. Нету лучшего на свете. Ура! Я выиграла! Я чемпион! Что? Лисичка победила нас на каком-то надувном круге? Ну и ладно.
Зато какую блестящую рыбу я видел. И стрекозу-пират. А какие трамплины там были! Мальчики, вот это для вас! А давайте еще покатаемся! Мне так понравилось! Мы плывем, а солнце светит! Нет лучшего на свете! Мы плывем, а солнце светит! Все получится! Итак, нападающий Тучка проходит игрока справа, проходит по центру и бросок в прыжке. Нет! Ну вот опять промазал. Ладно, Тучка, не расстраивайся. А хочешь, порисуем? Ладно, давай порисуем. Тучка, это такой рисунок, граффити называется. Вот, смотри. Ух ты! А дай я попробую. Как там? Ага, ага. Ого, как здорово! Это зайчик? Вообще-то это цыпа. Да ну эти граффити. Давай лучше на самокатах покатаемся. Ну вот, и колесо сломалось. Ну как теперь кататься? Ну, Тучка, не расстраивайся. Может, починишь? Ну уж нет, только хуже будет. Ничего-то у меня не получается. Пойдем лучше к Кеше, он починит. Эх, переворот! Вот это я молодец! Ого! Привет, Кеша. Ты летаешь? Ага! Первый в мире летающий Кеша приветствует своих друзей! Как круто! Да с этим ранцем что угодно делать можно! Кеша, а дай мне попробовать. Ну, пожалуйста. Держи, Тучка! Кеша, вот спасибо тебе. Ты настоящий друг. Так, ну что, испытаем тебя, суперранец. Что тут у меня не получалось? Баскетбол. Юх! Получилось! Да я теперь с таким ранцем, что хочешь смогу. Еха! Ой, нет, только не сейчас, ну, пожалуйста, работай! Так, это сюда, это вот сюда, гайки сюда, а это... Кеша, пожалуйста, почини мне ранец. Подожди минутку, сейчас я только вот с этим закончу. А что ты делаешь? Давай я тебе помогу. Да вот, детали. Эти сюда, эти вот сюда. Так, это я сейчас, я быстро. Ого, Тучка, ну ты даешь. Здорово ты! Прям как баскетболист настоящий. Да ладно, Кеш, ну что там с ранцем? Тучка, да сейчас. Вот только мне это... Мне ракету красить надо. Поможешь? Где у тебя краски? Как здорово! А я и не знала, что ты так рисовать умеешь. Ну ты даешь. Необычно, конечно, для космоса, но здорово. Да ерунда, ранец починишь? Я ранец-то, конечно, починю, но мне вон еще колеса прикрутить надо. Ну все, готово.
давай делай ранец. Тучка, знаешь, я тут подумал, да зачем тебе этот ранец? Да, Тучечка, ты ведь сам все умеешь, без всякого ранца. Да? Что, правда? Да, Тучка, а ранец я тебе просто так сделаю. Летай себе на здоровье. На связи. Так, тут подкрутим, здесь подтянем, крепление сюда. Кеша, привет! Что делаешь? Привет, тыченцы! Это супер классный радиоуправляемый гамак. Кеша, мы же в футбол играть собирались. Ты иди, а я сейчас тебя догоню. Вот только здесь подкручу. Хорошо, Кеш. Только ты давай поскорее приходи. Отлично! Готово! Теперь и в футбол погонять можно. Цыпа! Там что, дождь? Ну вот, поиграли в футбол. А это идея. Напоминалка? Что это? Ого! Привет, тыченцы! Теперь нам дождь не помеха. Мы сможем играть, не выходя из дома. Подключайся скорее. Ну, погнали. Ага, так. Пас вот этому. Удар. Ура! 1-0 в пользу Иннокентия. Постой, как это 1-0? Куда здесь нажимать? Жми на клавиши, щелкай на мяч в углу экрана. Опа! Выхожу на 3-й уровень. Тучка, ты куда смотришь? Хватай бонус. Привет, Кеша! Ты чего гулять не выходишь? Пойдем на улицу играть. А, лисичка, привет. Так на улице же дождь. Дождь закончился 3 дня назад. Пойдем. Закончился? Да ну, мы с Тучкой так, по компьютеру. По компьютеру? Ну это же неинтересно. Еще как интересно. Тут тебе и футбол, и фотки, и разговаривать можно. Хоть в дождь, хоть в жару, хоть в гамаке лежа. Ай! Опять! Лисичка! Я, кажется, завис. Распутай меня. Дерни за рычаг. Не могу. Кеша, ты чего там? Заснул, что ли? Кибержуки атакуют! Спасай нашу базу! Тучка! Какие жуки! Меня спасай! Я тут запутался! Понял. Отправляю тебе книгу «Распутай себя сам». Не могу, Кеша, заклинила. Ой, смотри. Что это? Тучка! Зачем мне эта книжка? Это очень хорошая книжка. Тучка! Сделай что-нибудь! Я сейчас грохнусь отсюда! Понял. Высылаю спасательный вертолет. Спасите! Я сейчас. Повиси немного. Тучка, бежим. Кеше срочно нужна твоя помощь. Так я же ему отправил книжку и еще вертолет. Ладно, отправлю ему еще корабли и мои любимые кибертанки. Тучка, ему твоя помощь нужна, а не компьютерная. Ну что так долго?
Ох, спасибо, Тучечка! Дурацкий гамак! Что-то я все-таки в нем не докрутил. Ну, я побежал. Встретимся в компьютере. Постой, Тучка, раз уж ты пришел сам, может лучше так, в настоящий футбик? Ну вот, дождь. Ну что, по домам? Стоять! Лови! Ой, а что это? Надевай, надевай! Так, бью от ворот. Давай! Ну-ка! Что ты там? Жемчужина севера. Тучица, привет! Ого! Это что, фрегат? Ага, жемчужина севера. Самый быстрый фрегат в мире. А он правда самый быстрый? А вот сейчас и проверим. Пошли на речку. Нет, Кеша, я еще не закончил. Давай завтра, я как раз доделаю тут все. Ну, завтра так завтра. Цыпа! Подъем! Ай да к Тучке корабль испытывать! Туч, привет! Эй, ты где? Ух ты! Доделал! Вот бы посмотреть, как эта жемчужина плавает. Ну, куда же Тучка подевался? Может, к лисичке ушел? Ладно, испытаю жемчужину по-быстренькому. Ну, плыви, жемчужина с севера, попутного ветра! Нет, нет, не попутного ветра! Назад, вернись! Стой! Ой, ой! Стой! Стой! Вернись, жемчужина! Ну, пожалуйста! Кеша, пропала. Пропала моя жемчужинка. Тучка, я должен тебе кое-что сказать. Понимаешь, Тучка, я хотел спасти твою жемчужину. Спасти? От кого? От огромных роботов-пиратов. Короче, роботы-пираты такие здоровые, страшные. Вот они берут жемчужину, уже собрались убегать. И тут, конечно, появляюсь я. Фу! Я им задал такой на! А они такие жух! Ну меня так просто не возьмешь! Потом этот такой берет и пушкой такой фу! Ну я так в сторону, а ядро такое в стену тыщ! А потом рикошетом в твою жемчужину бам! И дребезги! Вдребезги. Щепки в пыль, в труху. В общем, ничего от твоей жемчужины не осталось. Ай. Смотрите, что я нашла в реке! Ура! Моя жемчужина! Кеша, а как же роботы-пираты? Это что, неправда? Ну, в общем-то, это я взял твою жемчужину. Тучка, оказывается, твоя жемчужина правда быстро плавает. Думаешь, взял без спроса? Эх, как теперь все исправить? О, идея! Тучка, ты извини меня за то, что я взял твой фрегат. Очень уж я хотел посмотреть, как он плавает. Ладно, извиняю.
Теперь моя жемчужина еще долго не поплывет. Еще как поплывет! Пошли со мной! Тучка, вот! Это я построил для тебя! Твоя жемчужина севера, только побольше немного. Какая классная! Вот это да! Кеша, спасибо! Ну вот, две жемчужины лучше, чем одна.